Когда-то Йозеф Геббельс писал: «Дайте мне СМИ, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Прошло почти 100 лет. Сегодня у этих мясников эфира все то же оружие – экраны, камеры, микрофоны. Только вот из логова нацистов они перекочевали в московские студии, где на федеральных каналах с утра до ночи ссут в уши миллионам, делая с ними ровно то же самое. И если тебе кажется, что ты где-то уже это слышал, поздравляю, ты уже сталкивался с российской пропагандой. Я рад приветствовать вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы не делаем скидок на должности, звания и телекнопки. Здесь мы говорим так, как есть. Сегодня мы разберем феномен, который с виду вроде бы старый как мир, но мы не будем тратить время на банальности. Мы пойдем глубже. Мы сравним классика дезинформационного искусства доктора Йозефа Геббельса с его современными последователями, топовыми кремлевскими пропагандонами, которые каждую неделю выдают такие перлы, что сам Геббельс бы покраснел от зависти. Соловьев, Симоньян, Скобеева, Киселев. Не просто медийные фигуры, это настоящие информационные каратели. И у каждого из них в багаже набор методичек, мало отличающихся от тех, что писались в Третьем рейхе. Сегодня будет жестко, будет неприятно, но будет по-честному. Погнали! Если бы Геббельс жил сегодня, он бы точно имел собственное шоу на России-1 с логотипом Z вместо свастики и с теми же принципами, только адаптированными под современные реалии. Йозеф Геббельс не просто раздувал нацистскую идеологию, он создал инструкцию по превращению людей в стадо, где эмоции заменяют разум, а лозунги – факты. Его знаменитые принципы до сих пор цитируют политтехнологи, только делают вид, что не знают автора. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Эффективная пропаганда должна быть максимально простой и постоянно повторяемой. Нужно говорить только о том, что выгодно нам, правды никто не требует. Людям нужны эмоции. Вот они, три кита зомбирования: ложь, упрощение и эмоциональная манипуляция. И если убрать немецкий акцент, все это слово в слово совпадает с тем, что несется сегодня из каждого российского телевизора. Тогда врагом объявляли евреев, сегодня – украинцев. Тогда обещали защиту Рейха, теперь русского мира. Разница лишь в декорациях, технологиях и количестве камер в студии. Ниже – короткие портреты 5 главных телевизионных и медийных крыс, которые по методичке Геббельса работают четко, последовательно и без жалости. Поехали! Владимир Соловьев, главный паникер, террорист эфира, делает из Украины монстра и демонизирует каждого ее жителя. В эфире регулярно используют уничижительные ярлыки в адрес украинцев, превращая сопротивление в личную вражду против целого народа. Это классический прием обесчеловечивания врага. По Геббельсу. Дай ярлык, повторяй, и люди начнут убивать не человека, а ярлык. Соловьев не просто материт Киев, он превращает миллионы людей в дебильные клише. Люди, которых он называет хохлами, для него не имеют имени и прав. Это чистая демонизация по учебнику. Идем дальше. Ольга Скобеева, голос дерзости и паники, в паре с Поповым, превращает любую тему в идиотскую фабрику нацистов везде. Приглашает псевдоэкспертов, которые восхваляют репрессии и чистки, и выдает это за журналистику. Ее шоу – идеальная фабрика упрощения до примитива, где факты заменяются на сюжеты в стиле «враг всегда виноват». Скобеева не ведущая, а катализатор зла и генератор дерьма. Задает фразу, а залповая армия ботов делает остальное. Там нет ни журналистики, ни честности, а только методички и истерика. Продолжаем. Маргарита Симоньян, главный редактор-провокатор, рулит РТ и одновременно засоряет Телеграм терминами вроде «хахлы», «соросята» и подобными. Ее риторика легитимирует дискриминацию и подготавливает общественное мнение к репрессиям. Симоньян – яркий пример того, как редакторская власть превращается в инструмент пропаганды. Это недочеловек, который сидит в кабине медиатанкера и целится прямо в череп. Она не только говорит мерзости, она их институционализирует. Дмитрий Киселев – риторический террорист с налетом идеологии. Лихо цитирует исторические штампы, приравнивает Украину к врагу и находит оправдание самым отвратительным вещам. Порой сам цитирует крайние фашистские фигуры, что говорит о полном отсутствии моральных границ. Он классический пример большой лжи Геббельса. Смысловой удар наносится масштабом и наглостью.
Киселев – это тот упырь, который спокойно процитирует Гитлера в своем эфире, а потом удивленно спросит, почему мир возмущен. Он переплавляет историю в аргументы для убийств. Евгений Попов, еще один агрессивный дурачок, работает в паре со Скобеевой. Регулярно навешивает ярлыки. Нацисты, пособники Запада. Приглашает таких же, как и он, экспертов, которые подталкивают аудиторию к ненависти и нетерпимости. Его риторика – это уже не просто пропаганда, а подстрекательство. Попов – это тупая партийная крикливая сучка. Он подталкивает к моральной панике и унижению людей. Его подход – не дискуссия, а приговор. Все они разные по манере, но одинаковые по сути. Повторяющие, упрощающие и обезличивающие. Это точь-в-точь приемы из учебника Геббельса. Простые лозунги, повторения, демонизация врага, эмоциональные выпады вместо аргументов. Они не информируют, они насаждают нарратив и готовят общественный климат для репрессий и насилия. Если вынуть из цитат Геббельса слово «рейх» и вставить «русский мир», получится дословно то, что сейчас несут с российских экранов. Давай по пунктам, как говорится наглядно и с подписями к картинкам. Возьмем 5 известных цитат Геббельса и приведем для них прямые аналогии. Первая цитата. Геббельс говорил: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». Аналог. Украина бомбила Донбасс 8 лет. Соловьев, Симоньян, вся шайка хором. Проблема в том, что ни одна международная организация это не подтвердила. Но кто считает, главное это повторять 1000 раз, чтобы превратилось в правду. Вторая цитата. «Надо внушать народу, что он ведет справедливую войну». Аналог. «Мы защищаемся от НАТО, которое напало на нас руками Украины». Каждый раз высирают из своих ртов Попов и Киселев. Классический прием зеркалирования. Когда ты сам агрессор, скажи, что это на тебя напали, и твоя публика даже спасибо скажет. Третья цитата. «Если вы часто повторяете ложь, люди начинают верить, что это правда». Аналог. Украина. Нацистское государство, где правят бандеровцы. Повторяют годами. Хотя президент Украины – еврей. Парадокс. Нет, просто технология. Чем тупее ложь, тем глубже врезается в голову. Четвертое высказывание Геббельса. Пропаганда не должна искать правду. Она должна быть эффективной. Аналог. Симоньян, оправдывающая бомбежки под лозунгом «Все ради безопасности наших детей». Эмоциональный шантаж. Один из любимых инструментов Геббельса. Теперь любимая фишка Маргариты. Ну и пятая цитата. «Мы не можем быть объективными. Мы должны быть правыми». Аналог. Соловьев орет. «Мы встаем на сторону добра, а Запад – сатанисты». Вот оно, самооправдание любой мерзости. Главное убедить зрителя, что зло – это добро, а добро – враг. Итог. Разница между Геббельсом и современными кремлевскими орателями лишь в том, что тот врал в 30-х годах с трибуны, а эти делают то же самое, но с гримом, микрофоном и телесуфлером. Даже лексика совпадает, только свастику сменили на букву Z. Телевизор хотя бы притворяется приличным, а вот Телеграм – это чистый выгребной бачок без крышки. Там нет редакторов, нет приличий, зато есть тысячи анонимных военных корреспондентов, которые обмазываются кровью и восторгом от чужой смерти. Типичная лексика. Ждунов нужно отстреливать. Каждый украинец – диверсант. Ритуальное жертвоприношение для пленных. Да, такие фразы реально звучали в Z-каналах и собирали миллионы просмотров. Эти каналы уже даже не притворяются журналистикой. Это сборище моральных мутантов, для которых фото трупа – стандартный контент, а убийство человека – лишний повод для донатов. Они не несут информацию, они подпитывают коллективное бешенство, создают иллюзию общей ненависти, где каждый подписчик становится частью виртуальной банды. Телеграм превратился в цифровой аналог рупора Геббельса, только теперь у каждого нацика свой маленький микрофон. И если раньше пропаганда требовала микрофон, редактора и эфир, то теперь достаточно смартфона и жажды крови. Результат тот же – деградация, садизм и коллективное удовольствие от насилия. То, что когда-то начиналось как борьба за правду, превратилось в порно-насилие, где украинцев убивают ради лайка. Но послушай, реальность не бессмертна, и рупоры ненависти иногда получают по зубам не только словом, но и судьбой. Это не карма в стиле инстафилософов, а набор реальных последствий. Уголовные дела, санкции, убийства, теракты в тылу и международные расследования.
Не потому, что кто-то так захотел, а потому что человечество умеет отвечать на тех, кто системно превращает людей в мишень. Пару фактов, которые важно проговорить прямо и без слащавости. По инициативе правозащитников и коалиции НКО в Гаагу уже направлялись обращения с просьбой расследовать роль кремлевских пропагандистов в военных преступлениях и подстрекательстве к преступлениям. Это не просто трёп в Телеграм, это официальный путь к международной юрисдикции. Европейский парламент и ЕС требуют ужесточить санкции против российских медиа и пропагандистов, а ряд ведущих фигур уже попал под международные ограничения. Списки Европейского Союза, Великобритании, Америки. Санкции работают, режут финансы, возможности поездок и международную легитимность. Были и более жесткие последствия. Серия взрывов и убийств в России в отношении ярких пропагандистов и близких к ним фигур, включая взрывы, покушения и случаи гибели. Так, Даша Дугина погибла в 2022 году в результате взрыва автомобиля. В 2023 году был взорван блогер Владлен Татарский. В 2025 году скончался Тигран Кеосаян после длительного коматозного состояния. Все эти события вытащили тему на международный уровень и усилили страх и хаос внутри пропагандистской тусовки. При этом формальные версии и обвинения разнятся от внешних спецслужб до внутренних конфликтов. Но итог один. Опасность для тех, кто делает пропаганду профессией, реально ощутима. Параллельно Америка и ЕС перекрывают финансовые коридоры и инструменты влияния. Операции против РТ и связанных сеток показали, что инфраструктура пропаганды уязвима, и это отдельная, очень болезненная точка воздействия. Итог. Их микрофоны могут трещать громко, но и мир быстро учится считать последствия. Санкции, международные запросы в Гаагу и реальные физические риски делают их жизнь менее безнаказанной, чем им кажется в своих уютных студиях. Да, звучит грубо и местами жестко, но эти тетеньки и дяденьки сами выбрали профессию – поливать людей и целые нации говном, а потом думать, что оно ни к чему не приведет. Рано или поздно придут и к ним. И вот на этом фоне хочется сказать одно. У Геббельса хотя бы было оправдание. 20 век, нет интернета, нет критического мышления в массах. Люди верили газетам, потому что других источников просто не существовало. А эти живут в эпоху открытой информации, видят факты, читают отчеты, но продолжают врать. Сознательно, системно с зарплаты за каждый кусок лжи. И это делает их хуже, чем Геббельс, намного хуже, потому что у него хотя бы была иллюзия миссии, а у них просто тариф по минутам. И если ты досмотрел до этого момента, значит тебе не все равно. Не поленись, поставь лайк, поделись роликом, подпишись на канал, если еще не подписан. И это не просто поддержка автора, это глоток кислорода для нормального мышления в мире, где микрофон давно превратили в оружие. А с вами был канал «Утилизатор реальности». Не верьте тем, кто орет громче всех. Верить стоит тем, кто говорит тихо, но правду. Быть добру и слава Украине!